Всем привет! Обзор сегодня про сварочные маски. Не так, чтобы постоянно варить, но в жизни приходилось много раз заниматься сваркой. Есть также достаточно опыта в работе с разными видами масок. Начнем с этой маски. Мастер поставляется в фирменной упаковке. Эстетический внешний вид — это, конечно, не на последнем месте для нашего канала, для фото-видеосъемок, поэтому выбор пал именно на яркий внешний вид. Чтобы нормально снять вот эту защитную пленку, лучше все-таки нормально демонтировать сам светофильтр. Изнутри все матовое, на ощупь приятный пластик. Для комфортной работы предусмотрены вот такие мягкие вставки. Это особенно важно при продолжительной работе. С помощью данного регулятора можно очень точно и очень плавно подстраивать охват головы. Еще одна многоступенчатая регулировка охвата головы. В целом отличный наголовник для сварщика. Отсек для элементов питания вмещает вот такую батарейку типа шайбы стандарта CR2032. Где-то читал, что если долго не пользоваться маской, то лучше маску хранить в теплом месте, потому как элементы питания могут быстро разрядиться. Рядом с отсеком расположен вот такой маленький световой индикатор. Если будет мигать, гореть, это говорит о том, что нужно заменить батарейку. Также на светофильтры имеются два регулятора для регулировки чувствительности и времени задержки, работу которого посмотрим чуть далее в ролике. Светофильтр снимается все очень легко. Отодвигаем две защелки. Появляется доступ к защитному стеклу. Обратная установка также не вызывает никаких проблем. Защелкивается и четко встает на свое место. Прежде чем приступать к эксперименту, обязательно снимаем и внутреннюю пленку. И теперь можем увидеть всю красоту технологии так называемой Clear Lens. Как видим, здесь отличная цветопередача, прекрасная светопроницаемость. В общем, зеленый, красный, синий, в целом отличный цветовой баланс. Стоит отметить также наличие сразу двух сенсоров, которые отвечают за затемнение. У данного производителя есть еще вариант с 4 сенсорами, очень крутая маска. Там еще и окно почти в 2 раза больше. В общем, очень хорошая маска, но, к сожалению, стоит в 2 раза дороже. Если сможем набрать хотя бы 5000 просмотров, то сделаю подробное видео и про дорогую маску. Сбоку есть еще один регулятор. С помощью него можно установить режим резки. При резке, шлифовке не будет происходить затемнение стекла. В целом полезная и интересная функция. Еще одна очень важная функция данной маски — это регулировка наклона для смены угла обзора. На старых масках, помним, был простой механизм, полоска из пружинистой стали, тогда как здесь уже можем видеть, как более точно и как более грамотно реализована данная функция регулировки наклона. Есть также 5 разных положений для регулировки расстояния от глаз до светофильтра. Столько деталей и целая последовательность сборки наголовника. В общем, все отлично.
Что же касается качества покрытия, то в одном из роликов в YouTube смотрел, где швыряют данную маску по асфальту, и как бы все нормально. Бросать его точно не буду. Если насильно маску не сгибать, то, думаю, прослужит достаточно долго. Хочется также отметить, как хорошо реализована защита от попадения грязи и пыли. Смотрим кругом, никаких щелей. Теперь проверим чувствительность светофильтра. Ставим на минимальное положение. Для такой яркости нет никакой реакции. Поворачиваем чувствительность на максимум. И как видим, все нормально работает. Теперь смотрим, как работает время задержки. Тоже ставим на минимум положение. Видим малую задержку. А на максимальном времени задержки, то смотрим, как долго остается затемнение. Чуть далее посмотрим, как ведет себя маска в работе. Для наглядного сравнения взял свою старую маску, которому уже больше 10 лет, 7-го года выпуска. Здесь установлены два элемента питания стандарта 3А, которые до сих пор еще ни разу не менял. Всего 3 регулировки изменения чувствительности. На этой маске также хорошо организована защита от грязи и пыли. У этой маски куча недостатков. Это и один сенсор, и маленький размер окна. На тот период времени здесь тоже смотрим, есть регулировка расстояния от светофильтра до глаз в 3 положения. Это еще ничего, а вот монотонная картина, все в зеленом цвете. При продолжительной работе это может сильно утомлять, и, естественно, для защиты дорогой оптики на фото-видеокамерах эта маска уже непригодна для проведения качественной съемки. Еще одна маска, причем очень высокого качества, прочный материал пластика. Больше всего нравится здесь откидное затемненное стекло, то есть не снимая маску, можно заниматься резкой. Хотя на этой маске очень плохо организована регулировка наклона, все очень хлипкое. А вот стекла здесь размещены очень грамотно. Радует то, что нет никаких щелей под разными углами, то есть проход зайчику здесь запрещен. И еще одна маска, хотя была у меня еще одна маска из плотного картона с пропиткой, но конкретно эта маска отличается самой низкой стоимостью, хоть и дешево и сердито, но тем не менее не так все плохо. Здесь самый лучший обзор, так как использовано самое большое окно и очень комфортно при сварке сложно доступных участков. В общем, более лучший контроль над работой. И прежде чем начнем варить, покажу еще вот такое приспособление. Данный магнитный фиксатор для сварки можно использовать для того, чтобы выставить 6 разных углов. Это позволяет ускорить процесс сварочных работ за счет быстрой и точной фиксации элементов конструкции. В отзывах читал, что магниты очень слабые, чуть ли сам магнит не отваливается под своим весом. Все это неправда, потому что держит очень крепко. Чтобы снять, это еще надо постараться. И еще такой момент: для деликатной работы все-таки лучше было бы взять вместо вот такого одного большого 4 штуки на 23 килограммов, или может быть даже хватило еще меньшим усилием, так как для подгонки, подстройки приходится прикладывать больше усилия, и для постоянных мелких работ этот магнит будет слишком перебор. А так ворота, двери для более крупных работ, думаю, самое то.
Можно также видеть работу светофильтра, реакцию. В общем, думаю, тут можно даже без слов, но работать с такой маской одно удовольствие. Ну и для тех, кто хотел примерно знать размеры этого приспособления, 15 на 11 сантиметров, толщина тоже чуть меньше 3 сантиметров. В целом очень полезная вещь, но мне больше всего понравилась маска Хамелеон Старт Мастер, который не раз еще сможете увидеть на нашем канале. На этом все, спасибо за просмотр.